Привет, друзья! Сегодня я вам расскажу о 5 ошибках, которые мы допустили при переездах в Венгрию, а затем в Сербию. Надеюсь, вы их избежите. Эти 5 ошибок кажутся простыми, но могут значительно повлиять на ваш опыт переезда и адаптацию. Давайте разбираться. Ошибка номер 1. Недооценили важность изучения языка. Первая ошибка – это наша уверенность в том, что знания английского будет достаточно. В Сербии и в Венгрии многие говорят на английском, особенно молодежь, но если вы планируете здесь жить долго, знать хотя бы основы сербского или венгерского языка необходимо. А в Субботице, где мы сейчас живем, так это лучше бы знать оба. Изучение языка помогло бы вам быстрее наладить контакты с местными, разбираться в документах и даже решать бытовые вопросы. Мы упустили это из виду в начале и только позже поняли, насколько это важно. Совет. Начните учить хотя бы базовые фразы заранее, и это очень упростит вашу адаптацию. Ошибка номер 2. Не разобрались в системе местного жилья. Когда мы только переехали в Венгрию, мы сразу начали искать жилье. И вот тут мы совершили вторую ошибку. Не до конца разобрались в правилах аренды и особенностях жилья. Существуют разные типы договоров аренды, и условия могут значительно отличаться. Например, один из самых важных нюансов – это оплата коммунальных услуг. И иногда они входят в стоимость, а иногда оплачиваются отдельно. И суммы могут быть непредсказуемы. Совет: уточняйте все детали и обязательно просите договор аренды на бумаге. Так у вас будет больше уверенности, что вы не попадете в неприятную ситуацию. Ошибка номер 3. Ожидали, что процесс получения вида на жительство будет проще. Мы знали, что нужно будет оформить ВНЖ, но не ожидали, что это потребует так много времени и усилий. Требования и документы могут различаться в зависимости от цели пребывания, и каждая мелочь может замедлить процесс. В какой-то момент нам пришлось переделывать документы из-за небольшой ошибки, что замедлило наше оформление еще на несколько недель. Совет: тщательно изучите требования, особенно по документам, и следите за сроками. Лучше быть готовым к тому, что процесс может занять больше времени, чем вы ожидаете. Ошибка номер 4. Недооценили культурные различия. Мы думали, что поскольку Сербия – это европейская страна, как Венгрия, нам будет легко адаптироваться. Но культурные различия все равно дали о себе знать. Например, в Сербии важное место занимает личное общение, и местные люди очень ценят открытость и прямоту. Нам пришлось привыкать к тому, что некоторые вопросы здесь обсуждаются гораздо откровеннее, чем привыкли в Венгрии. Совет: будьте готовы к тому, что в новой стране могут быть свои традиции и особенности общения. Это может быстрее помочь понять, как найти общий язык с местными жителями. Ошибка номер 5. Пытались сразу установить все привычные стандарты. И последняя ошибка – это стремление сразу организовать все по привычке. Мы искали привычные продукты, услуги, магазины, рестораны, и это часто приводило к разочарованию, потому что многие привычные вещи просто не найти. В Сербии и в Венгрии и во всех остальных странах есть своя культура, свои особенности, и лучше потратить время, чтобы познакомиться с ними, а не пытаться воссоздать привычный уклад. Совет: попробуйте открыться новому, ведь в этом и есть особенность переезда. Чем раньше вы адаптируетесь, тем быстрее начнете чувствовать себя как дома. Вот такие 5 ошибок мы допустили, когда переезжали в Сербию и в Венгрию, и мы надеемся, что вы избежите их. Переезд всегда сложен, но с правильной подготовкой можно избежать многих трудностей. Поделитесь в комментариях, если у вас тоже был опыт переезда, свои ошибки, которые вы не хотели бы повторить. И не забудьте подписаться на наш канал, если хотите больше советов о жизни за границей. Всем удачи и до встречи в следующем видео. Пока!